Приветствую всех на своем канале. У меня уже немало появилось рецептов корейского хлеба сиртек. Я его просто обожаю. И сегодня открыла для себя еще один способ готовки этого интересного хлеба. Но не на пару, как обычно его готовят, а в духовке. Итак, поехали. Вначале, как обычно, беру красную фасоль. Ее нужно промыть хорошо в проточной воде и оставить на несколько часов разбухаться. Фасоль стояла у меня примерно 5 часов. Сливаю воду полностью и полоскаю еще раз. Затем кладу в кастрюлю с толстым дном, желательно, и варю на среднем огне около часа. Следите за тем, чтобы вода полностью покрыла фасоль. Она вбирает в себя много воды при готовке. Варила фасоль до мягкости. Затем готовую фасоль выкладываю в большую миску. Пока еще она не остыла, сразу же заправляю ее. А это соль, промолотые кунжутные семена для аромата и сахар немного. Если любите послаще, то добавьте немножко больше сахара. Затем фасоль нужно слегка примять, можно ложкой или специальной давилкой для пюре. Совсем до пюреобразного состояния давить не обязательно, а так, чтобы образовалась вот такая рассыпчатая влажная крошка. Начинка готова. Делаю тесто из рисовой муки двух сортов. Это чапсари, рис с высокой клейковиной. И из простого риса мепсари. Солю. Кладу разрыхлитель для более нежной консистенции. И сахар немного. Заливаю все это горячей водой. Постепенно. Замешиваю тесто венчиком. Точные пропорции, сколько у меня ушло на все это, я напишу снизу под описанием этого видео. Тесто должно получиться немного жидковатым, без комочков, гладким и блестящим. Вот так лениво оно должно сползать с венчика, оставляя бороздки на поверхности. Для выпечки использую прямоугольную форму, глубокую, застилаю кондитерской бумагой, дно и по бокам. Можно использовать также и круглую форму. Делю фасолевую начинку пополам. Первый слой нижний, фасоль. Равномерно ее распределяю, слегка придавливая. Фасолевую начинку вы можете положить очень тонким слоем, то есть поменьше от данного рецепта, если вам, конечно, больше нравится тесто. Сверху выливаю рисовое тесто и также выравниваю ровным слоем. Если у вас получится слишком жидкое тесто, то добавьте немного рисовой муки или воды, если получилось тесто густым. И выкладываю остальную, оставшую начинку сверху. Вот так я полностью покрыла тесто фасолью, слегка ее прижимая, но не сильно давите. И чтобы сиртеги не высох, а остался влажным, накрываю его фольгой полностью. Выпекается он в духовке 40-45 минут при 180 градусов. Как только выключили духовку, оставляем сиртеги на 10 минут еще в духовке, не открывая дверцу. Вот и все. Можно оставить слегка подостыть минут на 20-30 под фольгой. Выкладываю сиртеги отдельно на доску. Бумага легко извлекается и не липнет к тесту. Режу слегка остывшие сиртеги на порционные куски. Если липнет к ножу тесто, то можно нож смазать маслом. Очень мягкое тесто, режется легко. Фасоль очень нежная и влажная. Слегка сыпется, но он не сухой. Мне нравится, когда очень много фасоли, так как она вкусная и полезная. В остывшем виде сиртеги можно красиво нарезать, и даже холодным он не теряет свое вкусовое качество, остается мягким и тянучим, за что мы и любим этот липкий жевательный хлеб. Не знаю, как вам, но мне очень понравился этот вариант сиртеги в духовке, и думаю, что буду и впредь готовить только так. По вкусу напоминает мне чартаги, только менее сладкий. Всем спасибо за просмотр. Делитесь этим видео, ставьте лайки и пишите свои отзывы. С вами была
Наталья. Пока-пока!